Закон о криптовалюте в России вступил в силу в 2021 году, однако в нем оказалось много пробелов. Поэтому сейчас правительство готовит поправки и дополнения к документу. По закону все сделки россиян с цифровыми активами регулируются, а за нарушение при криптотранзакциях предусмотрена ответственность. В этом видео расскажем, что допускается совершать с криптой, какие действуют ограничения, налоги и штрафы, а также как регулируется рынок в других странах. Не переключайтесь. Это Крипто.ру, канал крупнейшего сайта о криптовалюте в Рунете. Итак, вы уже, наверное, подписались, нажали палец вверх и колокольчик, а значит начнем. Закон вводил следующие правила. Цифровая валюта считается выпущенной или обмениваемой в России, если в процессе участвуют объекты, расположенные на территории страны, доменные имена, сетевые адреса или технические сервисы. Принимать криптомонеты в качестве платы за товары нельзя. В России запрещено распространять информацию о принятии токенов в качестве вознаграждения за товары или выполненную работу. Криптовалюта приравнивается к другой собственности. Судебные иски, связанные с токенами, будут удовлетворяться только если монеты были ранее задекларированы. В законе различаются понятия цифровых активов и криптовалюты. Под токенами подразумевают набор закодированных данных, которые содержатся в сети. Под цифровыми активами понимают права, которые включают реализация полномочий по ценным бумагам, разрешение на участие в капитале непубличных акционерных организаций, возможность эмиссии, использования и учета монет только после внесения записи в блокчейн. Цифровые активы – это ценные бумаги, размещенные через одноранговую сеть, считаются объектом гражданских прав и могут вступать предметом сделок обмена, купли-продажи и передачи в залог. Закон запретил применение монет в качестве платежных средств, но некоторые операции с ними допустимы. Например, торговля коинами, добыча, инвестирование, дарение, завещание, обмен и залог. Доход, полученный от сделок купли-продажи, подлежит налогообложению по ставке 13%. С прибыли, превышающей 5 миллионов рублей, 15%. Если владелец уклоняется от уплаты налога, к нему применяется штраф 20% от начисленного налога за неумышленные действия. До 40% от суммы за отказ от уплаты сбора. Покупать криптовалюту в России могут только частные лица. Для представителей власти, сотрудников правоохранительных органов, депутатов и их семей действует запрет на торговлю и хранение крипты, выпущенной на иностранных платформах. Сейчас разрабатывается новая статья в УК РФ. За сокрытие сделок в крупном размере штраф от 100 тысяч рублей или тюремное заключение на срок до 6 месяцев. За сокрытие операций в особо крупном размере свыше 45 миллионов рублей штраф или заключение до 3 лет. При расчете суммы сделок учитываются операции, совершенные за 3 последних года. Также разрабатывается административное наказание за незаконный оборот криптовалюты от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от вида нарушений и категории граждан. К нарушениям относятся незаконный выпуск токенов, незаконное совершение сделки, нарушение правил при совершении сделки. В Японии криптовалюта – законное платежное средство. Ее принимают в интернет-магазинах и банках. Доходы, полученные от операций с коинами, нужно декларировать. Ставка налога 55%. В США в разных штатах токены рассматривают как вид денег, имущество или биржевой товар. Налог на прибыль от криптоопераций в диапазоне 15-35%. В Германии цифровые валюты – это частная форма денег и финансовый инструмент. Нормы регулирования почти полностью сформулированы и внедрены. Однако банкам рекомендовано воздержаться от транзакций с токенами до тех пор, пока не будут выработаны все механизмы контроля. Немцы платят налог на прибыль от сделок с криптоактивами в размере 45%. В Беларуси разрешены операции с виртуальной валютой, включая оплату товаров, майнинг, инвестирование и завещание. Белорусы освобождены от налогов на криптооперации до 2025 года. Компании могут создавать и размещать собственные токены, проводить сделки через биржи и обменники. Швейцария еще одно передовое государство в Европе, которое признает криптовалюту и подходит к биткоину с точки зрения его технологических преимуществ. В стране изменили законодательство и предложили продвинутую правовую базу. С монетами работает банк SEBA, а доходы облагаются налогом по имуществу на 0,5%. На сегодня все. Подробнее про закон о криптовалюте в России читайте в статье на нашем сайте, ссылка останется в описании. Спасибо, что смотрите, и также рекомендуем другие видео на канале, например, про арбитраж криптовалют. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем хотите узнать в следующих выпусках. Пока-пока!